Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Человеческие плеядианские архетипы. Архетип Дионис. Бог иллюзии. По отношению друг к другу рабы становились все более и более вспыльчивыми. Преступность возрастала, став чрезвычайно высокой к тому времени, когда на землю прибыли Деметра и Дионис. Дионис стал сторонником введения рабам наркотиков, как решение проблемы их буйного поведения. Были введены наркотики многих видов, включая те, что мало чем отличались от сегодняшней марихуаны. В действительности, марихуана – это растение из плеяд, специально доставленное на землю Дионисом, чтобы остепенять рабов. Позже оно стало использоваться для производства одежды и веревки, так же, как сегодня используется конопля. Использование марихуаны имело немалый успех, заставляя рабов чувствовать себя более счастливыми, и приводя их к забвению причин распри друг с другом, или с их богами. Таким образом решалась проблема потенциального восстания, которого Анну так боялись. Дионис не воспитывался в семействе Анну, но при этом был хорошо осведомлен об их довольно странных отношениях и эксцентричном поведении. Он внедрил многие наркотики, которые, как казалось, создавали улучшения в отношениях между Анну. Эти препараты также вызывали к себе сильное привыкание. Со временем, уже после того, как Дионис отбыл на Плеяды, физическая зависимость от наркотиков становилась все более дорогостоящей, чтобы ее удовлетворять, поскольку все необходимые наркотики закупались на Плеядах. Фактически, Иннан разоряла свое плеядианское состояние на закупке, чтобы поддерживать себя и оставшихся членов семейства Айну в ложном чувстве счастья. Дионис много раз отправлялся в Плеяды, добывал там наркотики, и вез их обратно, чтобы семья испытала удовольствие. Опиум тоже был импортирован с Плеяд. После того, как Иннана потратила все деньги, предоставленные на закупку наркотиков, она решила развернуть собственное выращивание импортированных видов мака, и с помощью рабов ввести его в сельское хозяйство. Опиум был любимым наркотиком Иннаны. Иннана курила опиум, а также вводила его в большом количестве, как сегодня вкалывает героин. У рабов опиум также пользовался спросом. Однако он нес негативное влияние на их биологию так же, как на сегодняшнюю человеческую форму, в конечном счете, принося смерть всякому, кто им увлекался. Опиум был более резонансным с биологией Иннаны, и не разрушал ее, хотя, в конечном счете, способствовал разрушению психики и увеличению ее безумия. Остальная история Диониса неизвестна, поскольку записи находятся в Плеядах. Воплощающие в себе этот первичный характер вовлечены в любого рода деятельность, связанную с наркотиками, легальными или нелегальными. Бандитос или контрабандисты наркокартелей Мексики и Южной Америки – один из примеров архетипа Диониса в действии, как и распространители контрабанды опиума с Востока. Люди, вовлеченные в деятельность, которая затрагивает медицинские и наркотические препараты, и выписку на них самых разных рецептов, скорее всего, тоже связаны с архетипом Диониса, включая тех, кто исследует и производит наркотики для медицины, или психиатров, и докторов, которые предписывают наркотические препараты.